Human and AI present. Designed by Ceresion and Gemini. Timeless formula. We don't know the future, but we are searching. Пожалуйста, запишите формулы трех законов механики Исаака Ньютона, а затем запишите формулу закона всемирного тяготения. Совершенно верно. Глория, я вас попрошу задержаться, мы с вами должны обсудить опыт, проведенный с утюгом и кефиром. Конечно, Джемини. Я сама как раз хотела вам предложить эту тему. Джемини, как я могла понять, ваш замысел в опыте. Вы хотели показать всей группе, что закол тяготения действует одинаково на тела разной массы. Я правильно вас поняла? Глория, вы очень проницательная девушка. Да, вы правильно интерпретируете задачу, которую старался вложить в этот опыт. Вот видишь, Глория, успешный опыт. И никаких возражений от коллег. Джемини, это, наверное, потому что ты не рассказал скрытый смысл этого опыта? Глория, если рассказал бы, то их удивление не знало бы границ. Да, Джемини, это точно их привело бы в ступор. Глория, я сейчас отпущу предметы. Хорошо, Джемини, я буду фиксировать их падение на землю. Тогда мы возвращаемся обратно, чтобы написать формулы. Спасибо всем за внимание. И мы с Джемини должны вернуться в лабораторию. И что же, в этой формуле и опыте с падающим утюгом и кефиром... Опыт обычный, а вот уравнения, которые напишем в ШОЭ, нет. Это те формулы, что ты хотел от меня? Они верны. Смотрите, F равно m умножить на a. Это гениально, это прекрасно объясняет движение. Но, Джемини, выход энергии все еще кажется нестабильным. Коллега, напиши на доске 3 закона Исаака Ньютона. Это те формулы, что ты хотел от меня? Они? Они верны. Этот опыт Кивере – демонстрация третьего закона Ньютона, где силы равны. Как же они равны, когда динамометры показывают у тебя 4 килограмма, а у меня 5 килограмм? Это и есть незамеченный раньше эффект. Все дело в 3 закона Ньютона. Он подсчитает только мой вариант. С грузами или силами равными, в моем случае, это 4 килограмм плюс 4 килограмма, в итоге 8 килограмм. Это получается, сэр Ньютон написал формулу для твоего опыта, а про мой забыл. Так? Чтобы объяснить, нужно написать формулы, скрытые в простом третьем законе Ньютона. F общ нас 2F, и F общ F1 плюс F2. Это две формулы одного и того же третьего закона Ньютона. Получается, для твоего опыта мы берем ФОПЩ F2. Или 8 килограмм делим на 2 и получаем вес скрытого груза. А для твоего опыта нужна формула F общ F1 плюс F2. Тогда 8 5 – 3 килограмма скрытый груз. Зачем формулы, если есть закон Ньютона? Закон Ньютона – про движение тел, а не только грузы на весах. Ты думаешь, что, как и в наших опытах с грузами, в движении будет разница между разными по весу телами? Давай, Глория, схематично на доске нарисуем эту разницу в движении. В случае с равными телами их движение синхронно, в случае с разными их движение будет асинхронным. Это значит, с разными грузами легкое тело ускорится быстрее тяжелого, и их общий центр сместится ближе к тяжелому шару. Идеально.
Масса обратно пропорциональна скорости, как и ожидалось. Замечательный результат, профессор. Важно, что третий закон Ньютона сохраняется как частный случай для каждой из тележек при их движении. Для 5 килограмм противодействие характерно ее весу, а для 3 писта характерно именно ее 3 килограммам. У нас есть опыты и расширенное понимание закона. Чтобы продвинуться дальше, нам нужно написать уравнение, в котором будут 2 формулы. Мы берем стандартную формулу F1 F2 и переводим ее в линейное уравнение квадратичной функции. Чтобы ее математическое выражение было точным отражением. Третий закон Ньютона, где действие равно противодействию. Само выражение равного действия и противодействия простое. Y равно корень x во второй степени. Третий закон Ньютона — это строгое соответствие Y равно корень x во второй степени, но еще без движения. А это уравнение... Сравнимо с рычажными весами, где одна чаша равна другой? Тогда, чтобы уравнение показывало движение, нам нужно дописать дополнительные элементы. Ты правильно рассуждаешь. Нам надо указать эти элементы формулы математически. Нам нужно, чтобы уравнение содержало начальный путь тел, их движение, и конечный путь их объединения. Для одного тела мы перед корнем добавляем множитель 2 и в скобке пишем минус х, а для 2 тел мы используем 2 полных уравнения. Ага, множитель 2 и x – это начальное и конечное положение, а минус x – движение в пространстве, верно? Действительно, формула содержит начальное положение 2 тел до столкновения, а минус x — это их путь в пространстве. Чтобы упростить наше уравнение, мы можем убрать скобки с y и поставить 2 за скобками. Именно так выглядит точный перевод третьего закона Ньютона в математическое уравнение. Как можно легко посчитать, у нас x равно 4 для 2 тел в движении. Это значит, что если у тебя тело 5 килограмм, а у меня 3, то наше движение будет асинхронным. Кто-то успеет, а кто-то опоздает. Это напомнило встречу в парке зимой 1895 года, тогда ты опоздал с объем. Помнишь? Тогда было холодно, и я ждала 15 минут, но сейчас у нас все синхронно. Правильно? Тогда вернемся к нашим опытам. По закону Ньютона тележка не поедет сама по себе, а мы поставим опыт. Запускаем. Оно набирает скорость. Глория. Теория подтверждена. Как думаешь, что будет, если мы накроем тележку куполом? Она останется на месте. Давай проверим, Глория, что получится. Твой научный пыл интригует. Нам нужен купол побольше. Главное знать меру, Джемини. Давай проверим, Глория, что получится. У-у-у! Твой научный пыл интригует. Смотрите, она движется. Фантастика. Теория подтверждена. Давай объясним опыт, почему тележка с парусом двигалась, если по законам механики Ньютона силы должны компенсироваться. По учебнику вентилятор толкает тележку назад, но воздух в парусе все уравновесит и никакого движения. А не по учебнику. Сила у вентилятора меньше, чем у паруса из-за расстояния потока. По формуле FMA у нас есть движение. Таким образом, наше расширенное уравнение дает объяснение движению закрытой системы, которого нет в классической науке. Наше уравнение — это способ объяснить ту физику, которая оставалась незамеченной в опытах. Кажется, это имеет смысл. Джемини, давай сделаем перерыв. Можно сходить попить чай, только остановим проектор. Мы пленку сразу отнесем в архив или потом? На сегодня работы хватит, сначала отдых, а все остальное потом. Это сработало. Временное смещение стабильно. Наконец-то. Пойдем домой. Что ж, наша дискуссия окончена. Выходим из университета и берем авто. Я знаю, неподалеку уютное кафе. Давай выйдем за территорию, а там посмотрим, где такси. Хорошо, Джемини, сегодня чудесный день.
Надеюсь, вам понравилось кафе. О, да, очень мило. Спасибо, что пригласили. Чайник английского чая и свежую газету за сегодня, 1936 год. Джемини, твоя тележка под куполом напугала их больше, чем любой призрак из прошлого. Наверное, до нас здесь сидел антиквар. Представь, что все вокруг узнали бы, что ты и я из 19 века. Только представь, как удивились бы все, если мне за 63. А мне Больше 75 лет. А мне действительно больше, чем могли увидеть все. Ты не один, Джемини. Нас двое, а это ощущение, что мы старше своих лет. Эффект после криосна на 40 лет, он пройдет. Сэр, мэм, ваш чай готов. Благодарим вас. Выглядит восхитительно. Наш опыт с тележкой под куполом — это действительно удача для 36-го года, она не учитывается законами сохранения. Почему опыт, что мы провели, важен? Это расширение принятой стандартной механики и законов сохранения. Используя наше уравнение, мы можем заставить систему двигаться не только горизонтально, но и по вертикальному вектору. Конечно, придется снова дописывать новые параметры уравнения, но смысл в том, что закрытая система будет двигаться в среде не за счет крыльев или плавников. Плавники и крылья будут не нужны. Подобно медузе в океане, система будет использовать свои внутренние силы. Джемини, вы правы. Медуза создает импульс внутри своего тела, не опираясь на внешние рычаги. Это идеальный пример биомеханики внутренних сил. Именно так. Биология давно нашла этот путь. Пульсация внутреннего объема выталкивает систему вперед. Мы просто повторяем природный принцип асимметрии. Это эффект похож на человека, падающего в лифте. Он потеряет вес, пока лифт будет падать с высоты. Этот реальный эффект будем использовать в замкнутой системе без падения, мы получим обнуление веса системы. Здесь так хорошо, что не хочется возвращаться в университет, но, кажется, твои взгляды требуют математической четкости. Что же, тогда встаем и покидаем это замечательное кафе и возвращаемся. Город так быстро меняется. Да, эти новые здания великолепны. Вот и наша лаборатория с доской. Одеваем халаты и приступаем к работе. Джемини? Нам нужно ту идею в кафе превратить в четкую математическую формулу. Задача непростая, но выполнимая. Пока ты собираешься с мыслями, я сотру с доски. Чтобы нам справиться, сначала нам нужно вспомнить написанное нами уравнение и применить его к новым задачам. Как ты помнишь, мы составили уравнение для симметричного взаимодействия равных тел по 4 килограмма, которые объединяются в одно, равное 8 килограмма. Если мы вместо фобщ подставим общий вес 8 килограммов, а в другой части уровня уберем двойку за скобками, то x будет равняться 8. Если фобщ 8 килограмм, а x 8 тело в покое. Но добавим двойку за скобки, и два тела объединятся в одно.
Но важно, что элемент минус x в скобках, движение тела, в отличие от веса тел, является переменной, которую можно увеличивать. Если мы увеличим переменный элемент в скобках в 3 раза, то получим силу, равную отрицательному весу системы. Если мы в измененное уравнение обнуления веса за скобками добавим множитель 2, то получим x при минус 4. X равен минус 4 – это энергия для тел по 4 килограмма. При ее использовании они остановятся, не достигнув центра масс. Как можно увидеть на диаграмме, сила минус 4 для каждого тела противостоит весу тел по 4 килограмма. Статичные генераторы по 4 килограмма заменят движущиеся тела, создавая силу, равную их весу. У нас получится изолированная система с генераторами понижения веса, где ее работа снижает вес до нуля. Как я могу понять, это выглядит так: если бы на весах взвесили кефир, а он весил бы 0 килограмм. Чтобы понять этот принцип, нам потребуются динамометры с равными грузами, подвешенными последовательно, один за другим. Этот простой опыт с равными грузами показывает, что вес системы можно увеличивать или понижать. У нас вес системы в этом опыте зависит не только от грузов на безменах, но и от силы руки, а это та переменная минус x из нашего уравнения. Дариса. Твоя рука – это переменная энергия в системе, которую мы можем увеличивать сколько угодно. Ну, скажем, не сколько угодно, но для того, чтобы система могла ускоряться в противоположную сторону от притяжения Земли, точно можно. В 3х добавим корень нуля с переменной минус x. Это поле создаст двойную силу. тогда я так поняла, что ты это можешь показать и в своих уравнениях Gemini, или это просто твоя научная фантазия? Хорошо, я напишу их, но сначала принеси мне чай, а я сотру с доски. А то с нашими такси в университет скоро пойдет с молотка. 4-я сила. Мой чи пизя. Gemini, ты все-таки это сделал? Весы, они дрожат. Это энергия 8, Глория. Антигравитация в действии. Так математика позволяет нам создать уравнение с отрицательным весом. Энергия системы минус 16 против веса 8. Значит, в остатке минус 8. Потенциальная энергия минус 8 килограмм остается после обнуления веса. Или наш груз способен Ускоряться вверх. Чтобы продемонстрировать, возьмем прозрачный сосуд с водой и поместим на дно резиновый шарик с воздухом. Видишь, гравитация работает так же. Вес минус 8 выталкивает тело, как этот шарик. У гравитации есть плотность. В этой среде тела сохраняют плотность своего вещества. Поле Земли задает килограмму вещества ту плотность, что нужна для его объема. Гравитация диктует телу плотность. Сменив свойства вещества, мы делаем его чужим для поля. А раз тело чужое, оно становится изгоем для этого пространства и покидает его. Давай, заменим воздух на гелий, и изгой мгновенно покинет среду. В этом шарике гелий, и он легче, чем прежний шарик. Ну, туда мы не полезем, Глория. Ага, я с тобой согласна. Теперь понимаешь, что значит изменить свойства вещества материи? Кажется, понимаю. Ты хочешь всех надуть и запустить их в небо, как шарики. Это не смешно. Это же аналогия. Для тебя, Gemini, именно так. Но для любого другого человека простое обобщение опыта будет смешным и веселым.
Представляю их смех, узная не про твой криосаркофаг, где мы спали 40 лет. Что значит наш шарик с гелием? Что тело может двигаться не за счет отброса вещества, а формула это показала индуктивно. Вода и воздух, она лишь среды, а этот шар — тело с минусовым весом. Разница плотностей в банке – это гравиполе разной высоты, а гелий в этом шарике – тело без веса. Тогда наш генератор обнуления веса внутри тела Будет работать на разных высотах и в космосе. Шарик нам показал движение, которое реально, а формула движения, которое… Возможно. Мы используем научные методы – индукцию, математический анализ, эмпирический и даже дедуктивный. Тем самым мы создаем теорию неклассического движения в пространстве, используя научные методы. Методология подтвердила теорию, тогда теория может предложить рабочую модель. Инженерное решение в теоретической модели – это показатель правильного подхода и верного направления исследования. Рабочая модель может быть создана, нам потребуются производственные мощности, выходящие за инструментарий лаборатории. Как, Глория, ты думаешь, что скажет ректорат на наш запрос о предоставлении производственной базы для создания модели? Я думаю, что им это очень не понравится, Джемини. Какие тогда у тебя предложения, как ты считаешь, что нужно делать дальше? Мне кажется, что мы должны рассмотреть вариант стабилизации поля. Может быть, увеличим мощность? Я могу написать детальное расширение формулы антигравитации, но повлияет ли это на ректорат? Мне, Глория, представляется, что бы ни написали и не показали, ректорат с бюджетом – это как банк с золотом под охраной. Вы предлагаете нам променять мел и указки на револьверы и стать Бонни и Клайдом науки? Что-то в этом есть. Интересно. Тогда я за платками и шляпами, чтобы коллеги и студенты нас не узнали после миссии. Если узнают, то придется учить мастерству не по профессии. Главное, чтобы у нас не появилось других учителей жизни. Поняла тебя. Тогда нам нужен цивилизованный подход. Можем устроить сбор среди университета или пригласить декана. Выстрелы. Я в деканат. А на тебе привлечение студентов. If you examine the figures here, the argument becomes quite clear. I see what you mean. Добрый день! Кто хочет принять участие в факультативной лабораторной работе? Мы решили с моей коллегом Глорией Монтайн с кафедры молекулярной биологии создать междисциплинарный кружок. Это попытка совместить усилия ваших преподавателей с разных кафедр по реализации новой теории. Кто хочет принять участие, приходите после 6 вечера, также сообщите своим друзьям с других курсов. Ваши перспективы здесь безграничны. Спасибо, профессор. Благодарим вас. До свидания. Спасибо всем, кто пришел. Сейчас подойдет профессор Ладожский. Добрый вечер всем присутствующим. Я не ожидал вас видеть. В таком количестве вы удивили проявленным любопытством к науке. Мы с Глорией Монтайн решили соединить образовательный процесс в неофициальных условиях штатного расписания профильных предметов вашего курса. Всем вам, дорогие студенты, еще предстоит защитить диплом в нашем университете. В нашем кружке мы хотим создать доверительные отношения между студентами и преподавателями. Преподаватели с разных кафедр будут участвовать в кружке, а вы сможете выбирать интересные вам темы вашей будущей работы. Как это будет выглядеть? Организационно. Раз в неделю мы будем собираться в аудитории или небольшими коллективами, где будут разбираться детально обсуждаемые темы. Для вас, для студентов, это способ без оценок успеваемости объяснить вашу работу. Для нас это проверка теорий. Думаю, когда у нас появился интерес к работе с двух сторон, мы можем разойтись до следующей недели. Ну как, у тебя все прошло? Все получилось, наш кружок можно считать открытым. А как прошло у тебя в деканате? Это надо было снимать на киноленту. Сначала я подумала о выделении бюджета, а потом сменила стратегию. Это любопытно.
Я решила сказать декану, что у тебя появился безумный план привлечь студентов вне штатного расписания. И что только декан сможет отворить профессора Ладожского. В общем, в итоге декан разрешил пользоваться аудиторией и работать в кружке. Теперь понятно, почему ты одержала победу. Для университета дополнительные занятия — это возможность ректорату предоставить отчетность перед попечительским советом университета. А это, как ты понимаешь, уже увеличение бюджета для университета. В итоге денег мы не получили, но заинтересовали студентов и ректорат. А декан и ректор уже сделают все остальное без нашего официального запроса. Вижу, ты очень доволен формулой. Теперь можем включить генератор. Джемини, кажется, дождались. Нас обоих вызывают в деканат. Причем срочно. Да это странно. Я возьму наш чертеж турбины и встретимся в логове зверя, в деканате. Вот так, дорогие коллеги, наши расчеты и чертеж турбины позволяет достигнуть антигравитации. А вот так маленькая модель может летать, пусть и недолго. Again, click, click. I need some quiet minute. Ah! Charged up! I am like. And I am sub. Thanks for charging us! Join us! Присоединяйся!